Есть оружие, которое вы, за редким исключением, никогда не выбьете. Этого не позволит ни сама логика игры, ни ее сюжет, чтобы дать доступ к такому могуществу, ничтожному муравью, как вы. Я говорю о оружии, которым обладали сами титаны, хранители и просто великие сюжетные персонажи. В этом ролике я хочу собрать в одном месте информацию о самых величественных вещах самой вселенной, которые, скорее всего, игроки никогда не получат. И начнем мы с титанов. Титаны — это огромные сущности, которые вершили судьбы самой вселенной. Они путешествовали по планетам, сражались силами древних богов и бездны и приглядывали за нашим миром. Амантул. Его оружие не самое величественное, но он сам является персоной важной для мира. Использовал он силу грома, бросал во врагов разряды энергии. Его оружие было соответствующим. Арадур. Посох, который пронизывал мощь грома и излучал фиолетово-желтым цветом. О вещи известно очень мало деталей, кроме того, что оно выглядело и работало как молния, поэтому идем дальше. Эонар. Та, кто заведовала жизнью в нашей вселенной. Она тоже использовала посох. Сэшенал. Это был прекрасный посох, словно сотканный из самой жизни. Маленький фрагментик этого посоха мы могли встретить в Драгонфлайте в виде аксессуара под названием «Параказуальный фрагмент Сэшеналя». Предмет немного отличался от версии во время тестирования. В комментариях на входе даже выдвигались предположения, что учитывая, что герои должны будут отправиться в изумрудный сон, возможно, история Эонар еще как-то всплывет в этом дополнении. Но Органон не пользовался оружием в привычном смысле. Он обладал особым артефактом – дисками, которые усиливали его магию и делали заклинания по-настоящему ужасающими. Эти диски были не только источником силы, но и хранилищем знаний. В них содержались тайны вселенной. И тут возникает расхождение между не совсем каноничным Warcraft RPG и современной игрой. В целом, многие детали о оружии титанов нам известны именно из Warcraft RPG, ибо других источников почти нет. Но так вот, в Warcraft RPG намекалось, что Нарганон потерял эти артефакты, и они могли оказаться в Азероте. И более того, говорилось, что Нарганон может однажды посетить Азерот, чтобы вернуть эти диски. Естественно, игроки в первую очередь думали о дисках, которые можно было встретить в Ульдамане, и чья таинственная сущность тоже намекала на невероятный источник знаний и силы. Однако, в более поздней версии лора выяснилось, что диски в Ульдамане не вещь титанов, а творение хранителей, Локина и Мимирона, если конкретнее. И содержали они в основном не вселенские тайны, а в первую очередь историю Азерота или около того. Казгарот — творец миров. Его оружие можно назвать примечательным. Казгарот был великим кузнецом, а его молот был продолжением его руки. Воплощение этого молота мы смогли лицезреть в Легионе. По сюжету, Пантеон много тысячелетий назад даровал реликвии, чтобы сделать Азерот прекрасным местом. Молот Казгарота был среди них. Но так как баланс сил в Азероте много раз менялся, артефакты постоянно оказывались в разных руках. Сначала им владели хранители, потом их отыскали высокорожденные эльфы, затем даже Смертокрыл смог ненадолго получить во владение молот. Но в Легионе защищать артефакт от непрошенных лиц были вынуждены Таурен и Куртогорье, у которых в этом дополнении, к слову, эта реликвия была украдена. После же вещь использовалась, чтобы восстановить тело Иллидана, а в рейде Гробница Саргераса молот наряду с другими реликвиями помог героям закрыть портал Пылающего Легиона. Какова дальнейшая судьба молота, можно только гадать. Я бы предположил, что после событий Легиона вещь поместили на хранение в Даларан, но учитывая, что Даларан был разрушен в начале Заварвизина, что случилось с вещью дальше – загадка. Агромар, пожалуй, один из самых интересных титанов в сюжете игры. Он был верным другом и соратником Саргераса, будущего предателя вселенских масштабов. Потом и кровью они сражались бок о бок. Успел повлиять он не только на наш Азерот, а и помог родному миру орков – Дренору. Он обнаружил, что на этой планете вечное цветение пытается захватить весь мир. Он создал грондов, огромных гигантов, чтобы сражаться с этой силой. А в будущем гронды породят колоссов, а колоссы гронов, и так возникнет целая цепочка раз. А что же по поводу его оружия? Его оружием являлся Тайшалак. Тут опять есть различия с Warcraft RPG. Там этот меч появился из другого оружия – Гаршалаха. Когда Саргерас начал сходить с ума, меч по некоторым причинам разделился.
Саргераса. Из одной части получился меч Агромара, а из другой — оружие Саргераса. Но в современном сюжете мечи Саргераса и Агромара теперь разные и не имеют единого происхождения. Но это не помешало им столкнуться в битве друг против друга. Когда Агромар попытался остановить своего павшего собрата по пантеону, мечи двух титанов сошлись в поединке, произошел выброс энергии, и оба меча раскололись. Отколовшаяся часть Тайшалака была заполнена огнем. Именно в таком виде она предстает нам в World of Warcraft. Мы не могли получить само оружие Титана, но могли выбить косметическую версию меча. И, кстати, она выглядела реально круто. Падала с мизерным шансом, но того стоило. То же самое касается оружия другого Титана, Аргуса, которому не повезло стать пленником безумного Саргераса. Его оружием являлась коса, излучавшая синим цветом. С Аргуса, так же как и с Агромара, выпадала косметическая версия косы, которая могла отличаться от уровня сложности рейда. Учитывая мощь этих вещей, вряд ли нам когда-нибудь дадут что-то, кроме косметических версий, увы. И отличное тому подтверждение — это, конечно же, Саргерас и его меч. Он создал Пылающий Легион и устроил поход против целых миров. За тысячелетия он создал ряд артефактов. Например, скипетр Саргераса и по совместительству артефактное оружие чернокнижников в Легионе. В той или иной мере он предложил свои руки к созданию копья Саргераса, глаза Саргераса и даже Атиеша. Но самым главным и могущественным оружием являлся его меч. Собственно, это очень редкий случай, когда мы видим применение меча титанов на полную мощность. Эта малютка была вонзена Саргерасом в Азерот перед его падением в конце Легиона. Меч огромен. Поистине колоссален. А при некоторых настройках графики его можно было увидеть прямо со столицы Орды, Аргримара, и это несмотря на то, что Силитус и Дуратар разделяет несколько локаций. Что в синематиках, что в самой игре меч был размером в целую гору. А если забыть про целый ряд условностей, по подсчетам фанатов меч является буквально второй точкой по высоте в Азероте, уступая только наивысшей горе Драконьих островов. Мечтать о том, чтобы получить эту малышку в руки, даже не приходится, но зато когда мы в лоре слышим, что Саргерас разрезал целые миры на части своим мечом, это уже не выглядит так эфемерно и абстрактно, когда ты видишь меч размером в гору в Силитусе. Теперь давайте поговорим о хранителях, созданиях титанов, которые должны были присматривать за Азеротом. О вещах хранителей мы знаем еще меньше, чем о оружии титанов, а в некоторых случаях, кроме самого факта существования какой-то вещи, мы не знаем ничего. Например, Аркидас в Ульдамане носит молот, но не особо выделяющийся какими-то особенностями. Ходер использует здоровенную булаву, из которой спускается синяя дымка. Другой хранитель, Один, использовал копье. Мы много раз видели в игре его с этим оружием, а Blizzard даже показывали концепты этой вещи. Копье имеет, скажем так, два режима. Яркий, светлый и темный, громовой. Выглядит вещь круто, но получить мы ее, увы, не можем. Молот Торима, в свою очередь, был еще более могущественным предметом. Я не так давно рассказывал о нем, поэтому кратко. Давным-давно были ледяные гиганты, которые имели хорошие отношения с Торимом. А был хранитель Локин, которого развратили силы древних богов. Локин убедил Торима в том, что ледяные гиганты — это угроза. Якобы они убили его жену. Торим в это поверил и метнул молотом прямо по месту, где между гигантами и ледяными дворфами происходила битва. Из-за силы этого оружия вся сцена битвы на века застыла во времени. Довольно красивое место в Нардсколе. Но потом, уже в наше время, ледяные гиганты и Торим помирились, а молот снова вернулся в его руки спустя много лет. Есть еще несколько орудий хранителей, которые мы смогли получить, как правило, в Легионе в качестве артефактов. Фрейя когда-то давным-давно намеревалась заселить жизнью, природой весь Азерот. Во время своих странствий она отправилась в современную Пандарию, и из одного из первых семян появилось дерево – Фу-Цань. Вокруг дерева начала расти зелень, которая распространилась по всему континенту. Из ветвей Фу-Цаня она решила создать одноименный посох, который стал артефактным оружием монахов и который она долгое время использовала во время своих странствий. Похожая история у Мимирона. Сам Мимирон использовал что-то вроде техномолота, давайте назовем это так. А путем сложного анализа и кропотливой работы был создан артефакт – мощь титанов, который питается за счет особой громовой искры. В дальнейшем это оружие попало в руки охотников. А что случилось с техномолотом Мимирона – загадка, потерянная в песках времени. Хранитель Ра получил крутейшее оружие, которое было подарено ему непосредственно одним из титанов.
Кулак Родена стал спутником Хранителя Ра на тысячелетия, и хоть сам Ра с его проекциями несколько раз появлялся в игре, даже стал боссом Неолоты, с оружием в руках мы его не встречали. А все потому, что Кулак Родена был потерян много лет назад. Оружие Тира является, наверное, самым примечательным. Оно яркое, пылающее, сияет светом, излучает золотую дымку. Когда-то давно Тир помог протодраконам совладать с Галакрондом, ужасно большим и грозным монстром. Его удалось остановить, только вот цена была велика. Тир потерял свою руку, а свой молот он назвал «Серебряная длань» в честь этой жертвы. Но вещь он потерял из-за предательства Локина. Сокращая историю, за ним были посланы слуги древних богов. Он сражался целых 6 дней. Но погиб, спасая своих товарищей. Оружие было потеряно, но наследие не было забыто. Позже паладинам удалось отыскать гробницу Тира, а также вернуть потерянную вещь. У молота, кстати, есть альтернативная версия. В Dragonflight мы имели честь перемещаться по разным временным линиям и даже видеть кусочки альтернативного Азерота. В Рассвете Бесконечности мы встречали темную версию Тира. Когда мы побеждаем Хранителя, с него выпадает Длань Бесконечности. Если наша версия молота яркая и сияющая, то это скорее темная и громовая. Теперь я бы хотел пройтись по персонажам Варкрафта, чье оружие до сих пор недоступно игрокам, хотя сами владельцы мертвы. И начнем мы с Нерзула. Нерзул был великим шаманом орков, но из-за глупости, наивности и влияния Пылающего Легиона он повел Орду по пути скверны. И хоть в какой-то момент он понял, что привел целую расу к краю пропасти, изменить ситуацию уже было нельзя. В альтернативном Дреноре можно заметить, как он носит некий посох. Посох душ. О этом посохе ничего не было известно в нашей вселенной, так что будем предполагать, что это нововведение альтернативного Дренора. Посох не выбивается после смерти Нерзула. Более того, он продолжает свою историю в Легионе. Альтернативному Гул'дану удалось прорваться в Азерот. В одном комиксе даже был кадр, на котором Гул'дан использовал посох, похожий на посох душ. А в старой дренорской модельке Гул'дана он использовал как раз именно эту вещь. Но когда мы уже столкнулись с Гул'даном в рейде в Легионе, он носил совершенно другое оружие. Обычную скверную трость. Куда исчез посох душ, остается загадкой. Быть может, все это было просто небольшой ошибкой разработчиков, которые перепутали вещи, а быть может, какой-то заброшенной сюжетной линией Нерзула. Кстати, с оригинальной тростью Гул'дана та же история. Гул'дан часто изображался с простенькой тростью, которую пронизывала скверна. Нельзя впрямь сказать, что это очень примечательное и желанное оружие, но все же. Нам все равно неизвестно, что с ним случилось после того, как Гул'дан был побежден. Трость словно исчезла. Только в недавнем времени разработчики ввели косметическую копию вещи. Кстати, кроме этого, игроки, когда стартовала рекламная кампания фильма Warcraft, могли получить более прокачанную и крутую версию посоха Гул'дана, которую он уже использовал в самом фильме. Ну а судьба оригинальной трости так и остается потерянной. Еще к потерянным артефактам можно отнести молот гармонии. Появился этот молот 10 тысяч лет назад. Мугу тогда изобрели божественный колокол, чей звон дебафал врагов. Пандарены решили сделать ответку – молот, который бы был противовесом колокола. Но впоследствии молот был украден, а позже, чтобы его не использовали во вред, его раскололи на несколько частей. Однако прошли годы. Орда и Альянс уже ведут военную кампанию на новом континенте. Альянсу удалось собрать воедино молот и даже использовать против главного врага – Гарроша. Молотом владел сам принц Андуин. Но после событий Пандарии о вещи просто забыли. По идее, вещь представляет ценность для целой расы пандаренов, как минимум в качестве эдакого исторического наследия. Не говоря уж о том, что мощь этой вещи можно было бы использовать во благо. Но в течение 12 лет мы могли лишь гадать, что произошло. В 2024 году датамайнеры нарыли, что вещь вновь засветится в игре. А совсем недавно в дополнении The War Within выяснилось, что мы можем купить косметическую версию молота за валюту из путешествий во времени. Однако никакой истории, что произошло, где оригинальный молот сейчас и так далее, просто нет. Нас просто поставили перед фактом, что косметическая версия теперь доступна всем желающим. Ну и последний персонаж, которого я отмечу, это Киллрок, страшный орк, лидер одного из кланов. Когда-то его клан переживал тяжелые времена, они вели жестокую войну с другой разумной расой – Аракоа.
И так как кланы орков тогда не были объединены под единым знаменем и помощи было ждать неоткуда, Киллрок пошел на сделку с дьяволом. Он лишился своего глаза, но взамен получил возможность увидеть будущее. Увидеть то, что его клан снова станет на ноги и возвысится. Собственно, под его командованием так и произошло. Хоть Киллрок был одноглазым, сражаться он умел. Он владел странным оружием – булавой, на которой были закреплены клыки больших существ. Орк сражался с людьми в Первой и Второй войнах. Впоследствии даже поспособствовал тому, что остатки орков смогли бежать из разрушающегося Дренора обратно в Азерот. Однако сам он погиб во время битвы с экспедицией Альянса. Что случилось с его оружием? Загадка. Чисто теоретически, экспедиция Альянса могла реквизировать булаву себе. В противном случае булава сейчас где-то до сих пор пылится в песках полуострова Адского Пламени, на одном из полей битв. Ни в Burning Crusade, ни в последующих дополнениях оружие так и не было обнаружено. А вот в альтернативном Дреноре появился альтернативный Киллрок, и он носил по сути ту же самую вещь. Он даже сражался с этой булавой в своей финальной битве. Но булава с него все равно не падала. В рейде разве что мы могли получить порченную версию оружия. И хоть в общих чертах она правда была похожа на то, что носил Киллрок, все-таки имела много отличий. Оригинальную, чистую булаву, с которой сражался Киллрок буквально за 2 секунды до своей смерти, нам получить так и не удалось. Ну что же, по сути на этом все. Благодарю вас за просмотр. Удачи!